Давайте мы рассмотрим стоимость аренды квартиры, от чего она зависит. Мадлоба. Мы снимали в Грузии, дюжину квартир, разных квартир. Причем мы снимали несколько домов. Мы сейчас живем в большом хорошем доме, нас все устраивает, но я бы хотел поделиться с вами такими лайфхаками, которые помогут вам сбросить стоимость квартиры, которые помогут вам указать на недостатки, потому что очень часто вы, дорогие наши зрители, смотрите эти самые квартиры, при дневном свете, когда все хорошо, когда все здорово, когда у вас никто не стучит, нет плесени, нет там каких-то посторонних звуков, да, и у вас там все в принципе вас устраивает. Но давайте я вам скажу одну простую вещь, аксиому. Никогда не снимайте квартиру сразу. И упаси вас Бог снимать квартиру удаленно. Потому что к вам могут показать какие-то там, не знаю, там они делают там прямые лайвы, там, да, мы вам все покажем. Вы не узнаете нюансов. А эти нюансы очень сильно могут подпортить вам жизнь. Например, напрямую на стоимость квартиры зависит район. И кто бы вам что ни говорил, что это элитный район, он популярный, поймите. В Грузии, будь то в Тбилиси, в Батуми, не знаю, в Бакуряне, в Боржоме, район — это ваш район, это то, где вам комфортно, да, не то, что там, допустим, пешая доступность до центра города, там, да, то есть такси тут стоит 2-3 лари. Это в русские деньги, если давайте в доллары, да, это $1. По Батуми любое такси плюс-минус, да, Яндекс Такси стоит 3 лари от нашего там дома до моря. От нашего дома до рынка там 2 лари с половиной, там, да, то есть цена на то есть вот условно стоимость такси тут очень и очень низкая. Поэтому район, такое все удовольствие. Наверное, вы в первый месяц будете гордиться тем, что я живу там в районе Ваке, там, да, или там Сабуртлал. Неважно. Но при этом на стоимость влияет. Второе, если брать Батуми, первая линия моря. Это прямо цена. Но есть нюансы. Вот мы очень часто ходим на море пешком, и стоит шикарный комплекс жилой. Все хорошо. Прям из нашего окна не площадь Красная видна, а море видно, плескающиеся пальмы, да? Но рядом прям внизу строят монолитную высотку. И каждое утро, причем без выходных от слова вообще, стоят там 4 такие отбойника и лупят эти бетонные сваи в землю. То есть вы засыпаете с бетонными сваями и просыпаетесь с бетонными сваями. Помните, что стоимость вам скажут 3 комнаты. В Грузии мы столкнулись с тем, что 3 комнаты это не совсем 3 комнаты. Тут очень часто бывают комнаты проходные. То есть будет один зал и 2 комнаты рядом, входящие туда, там, да, это считается как 3 комнаты. Или, допустим, будет одна гостиная, и с гостиной маленький закуток, это 2 комнаты, да, то есть вот это не отдельные комнаты. Более того, что мы еще жили в квартире, где посреди ночи мы проснулись от шума, как будто кто-то рядом с тобой говорит. Дети там, да, там такой фильм ужасов, реальный фильм ужасов, да, то есть ты спишь, вот у тебя и вот реальное ощущение такое 3D, да, когда у тебя в этой самой квартире кто-то еще есть. Утром все вскрылось. Оказалось, что эту квартиру каких-то разделились, и у нас просто через дверь, дверь, да, то есть не стена, не перегородка, а просто дверь была закрыта, там полузамурована, и там спокойно жила себе семья. Еще одна семья, которая вполне там с отдельным входом тоже там жила. Более того, смотрите всегда на мебель. Почему? Потому что вам могут показать очень там, вот мебель есть, там пам-пам-пам. Дальше вас ожидает разочарование. Матрасы будут убиенные. Очень часто в таких квартирах на сдачу, особенно когда посуточно, там убиенные кровати, убиенные матрасы, все скрипит, все шатается кругом, бегом там, да. И вот
не ленитесь, поднимите матрас или поднимите там вот это вот все удовольствие, и вы можете наблюдать там следы жизнедеятельности не одного человека, а группы лиц. Вам будут рассказывать о том, что экология. Грузия, друзья мои, Грузия – это одна большая, крутая экология. Тут запах, вот воздух, он везде плюс-минус хорош. Горы, да, там в Батуми, в Тбилиси там она, ну, может где-то есть какие-то выхлопные газы в центре, да, но так с большего я не ощущал такого, как это ощущается, допустим, в Киеве, либо в Москве, вот такой прям большой-большой смог. Тут такого нет. Тут экология сама по себе, это, ну, Грузия сама по себе экологичная. Тут мало заводов, мало предприятий, кругом эти, как его, электрокары, там, приусы, там, тут нет такого движухи, тут нет такого проходимости там этих больших грузов. Экология это не то, что удорожает, там, да, когда скажут, вы что, это же экологичный район, там, да, там, друзья мои, вся Грузия это один экологичный район. Есть исключения, но их меньше, чем кажется. Напрямую стоимость аренды зависит от срока. Если вы снимаете на неделю, то в принципе, что будет на день, что на неделю, там плюс-минус, там вы торговаться особо не сможете. Если вы снимаете это на месяц, на полгода или на год, совершенно другой разговор. Потому что вы четко объясняете арендодателю, он все знает, да, что, друг мой, у тебя в мае будет, конечно же, там $700 эта квартира, в январе ты будешь за счастье ее отдавать за 300. Поэтому давай посчитаем среднеарифметически, там, допустим, какую-то среднюю умеренную цену. Потому что мы, когда всегда хороший козырь в рукаве, это аренда на год. Разбиваете, показываете, и все будет хорошо. Давайте мы еще поговорим про вид из окна. Очень часто вам показывают, моим знакомым показывали квартиру, все хорошо. Все отлично, квартира, ремонт, там ламинат, там, да, мебель, там, матрасы новые, там, напор воды классный. Вообще все офигенно. Но, когда они приехали в эту квартиру, заселились, у них из окна, ну, понимаете, когда мы первая линия у моря, что вы думаете? Что из вашего окна будет море там видна, там, да, ну или хотя бы там какие-то пальмы, там все. А у них окно было в другое окно, то есть дома построили рядом, и они смотрели в окно, условно, соседское. То есть это такие, ну, есть их много. Застройка, особенно в Батуми, она прямо прет, как грибы после дождя. Поэтому всегда просите и смотрите в окно. Смотрите в окно, что под окном. Потому что, опять же, вы можете очень, вот, смотрите, прежде чем снимать хотя бы на месяц эту квартиру, снимите ее на неделю, ну или на 3 дня. И вы услышите и увидите все прелести. Потому что очень часто внизу вашей квартиры могут оказываться вечерние клубы. Либо там уличные музыканты с утра до вечера. Либо петух. Петух, которого мы купили, я расскажу позже, почему мы купили петуха у наших соседей, и они, наверное, его съели. Давайте по ценам, чтобы было понятно. В принципе, если смотреть, то Тбилиси это стоимость Минска. Да, вот ни Киев, ни Москва, это стоимость Минска. То есть 250 это однушка, ну такая средняя, 300 уже можно найти очень хорошую, такую однушечку, прям хорошую-хорошую. Вот двушки уже пошли там 350, 400, да. 500 это уже будет хорошая трешечка. Такая трешечка с мебелью, не убитая, ничего. Уже в принципе можно искать в любом районе, но не комплексы. Тут есть хорошие жилые комплексы. В комплексах все, конечно, будет по-богатому. И трехкомнатная квартира будет стоить там 700, 800 и выше. Ну, опять же, комплекс на любителя, да, там где консьерж, там где хорошие лифты, там все здорово. Опять же, смотрите, но напрямую мы будем разбирать, какие у нас были факапы по этому. Но опять же, смотрите, вот все время самое главное, смотрите на хозяев. Не пытайтесь, вот очень часто смотрите, чтобы это был хозяин с тем, с кем вам придется общаться. Потому что у нас был негативный опыт, да, когда мы снимали квартиру, к нам среди бела дня приходил хозяин, да, вернее, не хозяин, а представитель хозяина, который по квартире расхаживал с важным видом, как будто, знаете, там преступники там такие, да, там он проверял, там везде нос засунул, да, и вот такие моменты, то есть это надо оговаривать сразу, что у кого есть еще ключи, да, то есть потому что они могут приходить, но если вы об этом не договорились. Итак,
Стоимость аренды напрямую зависит, да? Я думаю, что это, в принципе, район, не бывает элитных районов. Вот они есть, но поскольку это не Москва, да? То есть вы выбираете район, опять же, там, где вам комфортно, там, где вам удобно. Первая линия у моря не всегда классно, особенно Батуми, потому что здесь мы идем от крайней улицы Батуми до моря полчаса легким шагом. На машине это там, не знаю, 5 минут, там 7 минут в лучшем случае, да, это там $1 доехать, да, но жить, допустим, первая линия, там всегда шум, и там всегда, там в этих новостройках, ну, не всегда сухо, там бывает плесень, опять же, надо все смотреть. Поэтому, друзья мои, напрямую, ну, цены я вам сказал, стоимость такая, вот 250 это с чего надо стартовать, это если вы сами будете искать. Но если снимаете однокомнатную квартиру для себя, или там, допустим, вдвоем, для пары, то $300, что в Батуми, что в Тбилиси, вы найдете очень хороший вариант. Соответственно, там 400 двушка, 500 трешка. Можно за 400 найти трешку, тоже очень хороший. Но, опять же, подчеркну, что трешка это не всегда трешка в вашем понимании. Трешка очень часто это проходная, это одна комната и бывают проходные, ну, двери.